Всем привет! Портативная стрим-студия YOLOBOX от китайской компании YOLOLIVE. Мы с вами уже успели довольно детально ознакомиться с этим устройством. Тем, кто еще не видел обзора, рекомендую пройти по ссылочке вот здесь в подсказке или в описании под видео и посмотреть. Ну так вот, мы выяснили, что устройство снабжено двумя HDMI входами, с помощью которых мы можем подключить к микшеру в качестве источников сигнала как две камеры, так и, например, камеру и ноутбук. А также имеется разъем USB 3.0 для подключения третьего источника веб-камеры. Конечно, качество изображения, которое способна выдать такая камера, мало кого устроит. И ограничивать себя лишь двумя внешними источниками тоже не хочется. Тогда возникает закономерный вопрос: а можно ли подключить третий источник по HDMI? Можно. И в этом видео я расскажу вам как. А решение довольно простое и очевидное. Если вам нужен третий HDMI вход вместо USB веб-камеры, понадобится вот такая маленькая карта захвата. Стоит она недорого, я заказал свою на AliExpress, ссылку на продавца оставлю в описании под видео. Теперь с ее помощью мы можем подключить к нашему YOLOBOX третий любой источник видеосигнала по HDMI. Это может быть еще одна камера, но уже не веб, а с хорошим качеством изображения. Это может быть ноутбук. Давайте для наглядности как раз ноутбук и подключим. Подключаем HDMI к карте захвата, а потом карту захвата подключаем в USB вход. Вот так. Наряду с уже подключенными напрямую к HDMI входом камерами в YOLOBOX появляется третий сигнал с ноутбука. Обращаю ваше внимание, что с подключенного через USB источника не будет поступать звук. И это не проблема данной карты захвата, это ограничение, надеюсь, что временные, самой стрим-студии. Хочу отметить два немаловажных момента. Первое. Карты захвата внешне бывают двух видов, такие как моя с проводом, либо в цельном корпусе. Так вот, те, что цельные, по размеру довольно широки, из-за чего при подключении к YOLOBOX они частично перекроют собой HDMI вход. Придется дополнительно подключать через USB удлинитель, и это явно лишняя процедура. Поэтому я советую брать такие с проводом. Момент второй. Данное устройство имеет однонаправленный принцип работы. То есть на одном конце у нас HDMI вход, на другом USB выход. На моем экземпляре они даже размечены. Но разметка наносится не всегда. Это именно карта захвата HDMI to USB. И именно она нужна для наших задач при работе с YOLOBOX. Помимо карт захвата в продаже можно встретить еще переходники, адаптеры USB to HDMI. Выглядят они точно так же, но задача у них уже другая. Выводить видеосигнал с устройства через USB разъем. Например, при отсутствии в ноутбуке собственного HDMI выхода можно подключить внешний монитор либо телевизор по USB. Нам для YOLOBOX переходники не подойдут, нужна именно карта захвата. Поэтому будьте внимательны, читайте описание и спецификации при покупке устройства. А еще с помощью такой карты захвата можно не только подключить третий внешний источник сигнала, но и завести программный сигнал в компьютер. Напомню, что по умолчанию такой возможности не предусмотрено. USB Type-C в YOLOBOX только для зарядки устройства. Но у нас еще есть HDMI выход. А подключив устройство к ПК, уже становится доступным использование микшера вместе с OBS или программами для конференц-связи. Но это тема для следующего ролика. А на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки. Всего хорошего. Пока.